Всем привет, с вами снова Мистер Джа, и сегодня я хочу обозреть снаряжение, которое лучше всего одеть инженеру на PvP. Для начала перейдем во вкладку снаряжения. Начнем с выбора шлема. Я буду обозревать здесь шлем элиты, саперный шлем, боевой шлем и тактический шлем. Шлем элиты нам дает превосходную защиту головы, восстанавливает здоровье и защищает от ослепления. Лучший выбор, если у вас есть корона. Улучшенный шлем дает нам более надежную защиту головы. Тактический шлем прибавляет нам еще защиту от ослепления. А саперный шлем позволяет мне обнаружить противопехотные мины противника. И боевой шлем инженера обеспечивает более надежную защиту головы и превосходно восстанавливает здоровье. Если сравнивать бонус от ослепления, возможность обнаружить противопехотные мины противника и восстановление здоровья, то я считаю, восстановление здоровья будет лучшим бонусом. Так что одевайте боевой шлем инженера. Он поможет вам тащить на PvP, если у вас остался миллиметр здоровья. Вы, к примеру, остаетесь один, у вас мало здоровья, шлем вам регенит здоровье, вы регените себе броню и полностью отрезаетесь. И у вас появляется еще один шанс затащить раунд и выиграть игру. Хорошо. Перейдем к жилету. Так, здесь я буду рассматривать алмаз, бронежилет элиты, баран и боевой жилет. Начнем с бронежилета элиты. Бронежилет элиты нам дает бонус защиты от пуль, защиты от взрывов, восстановление брони и возможность носить больше магазинов для оружия. Хорошо, насчет восстановления брони. Я опять же не понимаю, зачем инженеру какие-то вещи на восстановление брони или, допустим, медику шлем на восстановление здоровья, это бред, потому что эти классы могут сами себе восстановить этот показатель. Хорошо, посмотрим теперь боевой жилет инженера. Он восстанавливает нам броню, что тоже инженеру не нужно никак. Позволяет носить дополнительный магазин, это да, иногда не хватает патрон, и обеспечит защиту от пуль. Пока бронежилет элиты будет лучше. Бронежилетов, да. Теперь жилет варан. Варан нам обеспечивает хорошую защиту от пуль, защиту от взрывчатки и позволяет носить больше магазинов для оружия. Хорошо, если сравнить с бронежилетом элиты. Здесь у нас простая защита от пули, здесь у нас хорошая защита от пули. Мы теряем здесь только восстановление брони. Так что можно и не покупать бронежилет элиты, лучше всего будет одевать жилет варан, чтобы не тратить короны. Короны вы можете потратить на шлем, к примеру, или перчатки. Перчатки элиты, например, которые ношу я сейчас. Насчет перчаток. Здесь у нас тоже несколько есть вариантов, которые можно одеть на PvP. Это перчатки инженера, которые находятся в раритете, боевые перчатки, штурмовые перчатки и перчатки элиты. Остальные, я считаю, просто бесполезные. Ну, насчет кевларовых они снайперу лучше всего пригодятся. Вот. Насчет перчаток элиты. Перчатки элиты нам увеличивают скорость перезарядки, повышение точности и защищают руки от хороший выбор, учитывая то, что корона, стоимость этих перчаток довольно небольшая. Я их постоянно одеваю на PvP. Штурмовые перчатки нам обеспечивают только скорость смены оружия. В принципе, не такой сильный бонус. Хотел что-нибудь покруче. К примеру, перчатки инженера. Вот у нас смена оружия и перезарядка оружия. Хорошо. А боевые перчатки нам дают увеличение скорости перезарядки, увеличение смены оружия и снижение силы отдачи. Вот спорный вопрос, что одеть, какие перчатки одеть, или боевые, или перчатки элиты. Я одеваю перчатки элиты, во-первых, потому что они дешевле будут, не надо тратить варбаксы, только короны. Но у меня также есть и боевые перчатки. Потому что, например, если у меня закончатся перчатки элиты, можно будет одеть боевые перчатки.
Они тоже позволят мне стрелять точнее, чем с обычными перчатками. Так что я бы порекомендовал вам про запас иметь боевые перчатки, но всегда одевать перчатки элиты. Они, в принципе, не так сильно друг от друга отличаются. Насчет ботинок. Здесь ботинки легкие, смотреть боевые, армейские, ботинки элиты, тяжелые ботинки. Крепкие я не буду, они бесполезные. Тяжелые ботинки будут лучше, чем они. Есть дополнительное увеличение скорости рывка, здесь нет. Так, легкие ботинки, армейские ботинки. Легкие, у них одинаковая скорость, так что если вы не хотите тратить также варбакс на починку, можете одевать легкие ботинки. Эти ботинки, они самые быстрые в игре. Вот. Насчет ботинки элиты, боевые ботинки. У них одинаковая скорость, но на ботинки элиты надо тратить много корон. Вот, даже 1200 на 7 дней. Довольно-таки много. Так что я ношу все-таки боевые ботинки. Они увеличивают защиту для ног, увеличивают длительность рывка и увеличение скорости рывка. А здесь у нас дополнительно дальность подкатов и скорость продвижения предметов. Но нет защиты для ног. Значит, в этих ботинках вот будет защита. Кстати, кто не знал, боевые ботинки обеспечивают не ваншот, а болтовки по нижней части тела. Так что будет дополнительная возможность вызвать против болтовщика. Например, сможете контратаковать. Тяжелые ботинки также увеличивают защиту для ног. И, кстати, они, по-моему, даже жирнее, чем боевые ботинки. Конечно, не сравнивал, но где-то такая инфа была. Вот. Они снижают скорость срабатывания противопехотных мин во время рывка. Кстати, вот тяжелые ботинки также, они чуть медленнее боевых ботинок. Вот. Так что я одеваю все-таки боевые ботинки, потому что в них я дольше бегаю и довольно-таки быстро. Вот. Они не сильно отличаются, конечно, от легких ботинок, но все-таки мне больше нравятся боевые ботинки. Они увеличивают защиту для ног и увеличивают скорость. Я считаю, просто идеальный выбор для инженера. Ну и в принципе для всех классов. Хорошо. Вот в принципе вот такой набор снаряжения будет просто идеален для инженера, я считаю. Пододвинул вот так вот. Вот. Боевые ботинки, жилет варан, перчатки элиты и боевой шлем инженера. The best выбор. Хорошо, следующий выпуск я сделаю по штурмовику. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, если оно было полезно. Увидимся снова. С вами был Мистер Джа. Всем пока.